Считаете, что жизнь в своем доме в США – это только про красоту и удобство? Действительно ли все так сказочно, как показывают в американских фильмах? В этом видео расскажу, с какими проблемами вам придется столкнуться, на что придется потратить кучу времени и денег, и, возможно, после просмотра этого видео вы передумаете жить в своем доме и предпочтете жить в панельной многоэтажке. Вы на канале American Vulcan, и мы начинаем. Представим, что вы живете в своем доме в штате Вашингтон. А если вы уже живете, то, пожалуйста, в комментариях поделитесь своим опытом. Давайте сравним. И начнем мы с вами с перечня работ, которые вам придется выполнять. И первое, на что бы я обратила внимание, это на организацию мусора. Про то, как здесь перерабатывают мусор, я рассказывала в видео про особенности американских домов. Кто пропустил, можете посмотреть. Но в целом здесь мусор собирается раздельно. Сейчас покажу. У меня здесь 3 бака. Под каждый тип мусора свой бак. Зеленый – это у нас обычный трэш, обычный мусор. То, что мы не можем отсортировать. Серый – это у нас компост, там всякие природные отходы, еда и тому подобное. Синий – это ресайкл. Каждую пятницу, в каждом городе могут быть свои особенности, нам приезжают 3 мусорных машины и забирают, пересыпают мусор к себе. Если вы живете в апартаментах, то вам не нужно заморачиваться с этими баками. То есть, что мне приходится делать? Каждый четверг вечером нужно скатывать эти баки, потом в пятницу вечером нужно их закатывать. У меня, как вы обратили внимание, такая супер горочка перед въездом в дом, соответственно, у меня такие упражнения прям происходят. Но если вы в апартаментах живете, вам с этим заморачиваться не надо. Вы просто свой мусор несете в специальные урны, и за вас там всем этим занимаются. Сколько мы платим за переработку мусора? $70 в месяц. Следующая статья расходов, денег и времени – это уход за своим садом, огородом и знаменитым американским газоном. Вот он, хорошенький мой. Когда наступают выходные, здесь резко возрастает количество звуков от всяких газонокосилок, прошер-вошеров, ветродуек. И здесь вы делаете это не только потому, что хотите, чтобы ваш участок выглядел красиво, но в том числе из-за требований безопасности. Помните эту историю, когда в одном штате выпал резко снег и было скользко, и на тротуаре возле дома одного чиновника поскользнулся человек. Так вот, этого чиновника дома не было, он не успел проследить за безопасностью своего тротуара, убрать оттуда лед, и ему пришлось финансово помогать выплачивать медицинские счета этого человека, который упал. Поэтому следить за тем, чтобы участок был в нормальном состоянии, особенно с точки зрения безопасности, это необходимость. Еще в США распространены такие организации, которые называются HOA. Они есть не во всех домах, не во всех комьюнити, но если эти организации есть и они встречаются, то что для вас, как для собственника дома, значит? Что вы дополнительно платите ежемесячные или ежеквартальные взносы, и что в вашем комьюнити действуют особенные правила. Например, что еженедельно вам нужно подстригать газон, или нужно следить, чтобы газон был зеленый, то есть нужно вам его поливать. В нашем кулдесаке такой организации нет, и поэтому жители домов самостоятельно следят за порядком на своих придворовых территориях. Но вернемся к саду. Нужно ухаживать за деревьями. Есть у них такая особенность, что они периодически начинают падать. Особенно, когда в феврале тут начинают дуть достаточно сильные ветры, не все деревья выдерживают и начинают падать. Еще одна ситуация была тоже с деревьями. Елка упала прямо между домами. Нам, если честно, круто повезло, потому что дома не пострадали, пострадала только живая изгородь, она у нас тут из тур растет. О чем это говорит? Что нужно следить в том числе и за состоянием деревьев. Периодически нужно вызывать специальные службы. Одним из символов американских домов является газон. Покажу поближе, как выглядит газон в штате Вашингтон. Чтобы газон выглядел хорошо, нужно убирать всякие листья, шишки. И в нашем случае мы живем в окружении вот этих вот замечательных елок, поэтому шишек много. Как вы обратили внимание, здесь мох. Это очень свойственно именно штату Вашингтона из-за того, что здесь достаточно влажно. За зиму здесь вырастает такая подушка мха. Если вы хотите традиционный газон именно с травкой, то придется поработать, а именно весь этот мох вычесать, посеять новый, обработать от мха, посыпать всякими такими специальными штуками, чтобы он был красивый, зеленый. Мы пока не научились делать идеальный газон, но время покажет.
Поэтому, ребята, если вы не любите заниматься и возиться с садом, то необходимо выбирать дома с минимальной территорией. Сейчас, кстати, новые дома, которые строятся, они уже с более плотной застройкой идут. Либо апартаменты – это ваш вариант. Там возиться с участком не придется. Пойдешь гулять? Где пойдете гулять? Вот этот вот кот пойдет гулять. Следующий пункт, на который стоит обратить внимание, это уборка дома. Понятное дело, что дом по размеру больше и требует больше времени на то, чтобы привести его в порядок. Плюс еще у вас есть гараж, который тоже добавляет работы. Услуги феи чистоты, назовем так этих чудесных людей, стоит примерно 30, наверное, в среднем $30 в час. Следующий достаточно обширный блок, про который нужно рассказать, это обслуживание дома. Конечно, вы этим не занимаетесь каждый день, но забывать про него не нужно, потому что это достаточно большие финансовые траты. Так, начнем снаружи дома. Собственно, дом, крыша. Вам нужно следить за чистотой гаттеров. Сейчас я поближе покажу, что это такое. Гаттеры – это такие специальные желоба, которые установлены по периметру всей крыши. Они вот такие вот полые, как канавки внутри. И если у вас растут рядом деревья, например, елки или лиственные, то эта листва падает туда, и они забиваются. И вам ежегодно нужно их чистить. Кроме самих гаттеров, нужно заботиться еще о нормальном состоянии самой крыши. Нужно защищать ее от мха. Обычно залазится на крышу человек и посыпается специальным таким белым порошком средство, которое помогает убивать мох. Это, я думаю, что особенность штата Вашингтон, потому что здесь достаточно влажно. Обычно муж залазит на крышу и занимается этими вопросами самостоятельно, либо можно вызвать специального человека. $300-400 стоит почистить гаттеры и обработать крышу. Раз мы с вами заговорили про крышу, то нужно учесть, что она не вечная. И обычно раз в 25 лет ее необходимо менять. Стоит это примерно $25 000. Соответственно, считаем, что в год обходится она нам в $1000. И еще дом необходимо периодически красить. Наш дом уже прям активно просит. Стоит это около $5000. Надеюсь, в этом году мы все же соберемся с этим делом. И еще один пункт снаружи дома, о котором стоит рассказать, это обработка от различных насекомых. Паучки здесь водятся, и они иногда норовят залезть непосредственно в дом. В районе апреля раз в год нужно проходиться по периметру, все это дело пропшикивать, чтобы они не залазили. Кроме пауков, здесь могут быть тоже различные приключения. У нас так, например, периодически появляются муравьи, благо еще пока только снаружи, да, Пуфик? Муравьи пока еще только снаружи, и, соответственно, их нужно тоже как-то травить и обрабатывать. А теперь переходим вовнутрь дома и идем в гараж. Я вам уже рассказывала, показывала, что у нас система отопления, которая здесь есть, она газовая. Вот теплый воздух идет по вот этим вот трубам. И, соответственно, за этой системой нужно ухаживать. Обычно раз в год вызывается специалист, который проверяет тот факт, что система работает нормально, и она там не взорвется когда-нибудь. И кроме такой обычной проверки, еще необходимо менять фильтр. В зависимости от системы фильтр нужно менять раз в 3, 6-9 месяцев. Служит такой нагреватель примерно 12 лет. Соответственно, раз в 12 лет вам нужно его менять. Стоит он примерно $4-5 тысяч, все зависит от характеристик. Также вы здесь видите, у меня есть нагреватель воды в доме. Он работает где-то 8-10 лет, и его замена стоит где-то от $2 до $3,5 тысяч. Еще стоит упомянуть, что раз в какой-то период, не знаю, раз в 3 года, может быть чаще, может быть реже, вам необходимо чистить вот эти вот воздуховоды, которые я вам уже показывала. По этим трубам идет теплый воздух и распределяется по всему дому. С помощью вакуумной такой установки из этого воздуховода высасывается вся грязь. И стоит эта процедура где-то $200-400. Понятное дело, что в целом в доме много чего изнашивается в процессе жизни в нем. Я вам рассказала про такие самые масштабные вещи, большие пункты, которые требуют больших вложений денег. А сейчас переходим
к счетам. Буду рассказывать на примере нашего дома, чтобы вы понимали объемы. Мы живем в доме втроем, 2 взрослых, 1 ребенок плюс кот. Дом по американским меркам не сильно большой, он примерно на 170 квадратных метров. Размеры счетов зависят в том числе и от времени года. На зимой, когда холоднее, у нас выше счета за электричество, за газ. За газ в зимние месяцы мы платим около $180 в месяц. Сумма такая заметная. Но летом эта цифра снижается до $10-20. Это учесть, что мы не выставляем прям очень высокую температуру, которая поддерживается в доме. То есть мы зимой держим где-то 19 градусов днем и, наверное, 17 градусов ночью. То есть я бы не сказала, что у нас тут Африка, и мы ходим раздетыми. За электричество мы платим примерно $20-30 в месяц. Зимой немножко больше. Я это связываю с тем, что у нас световой день сокращается, соответственно, чаще мы включаем свет. За воду мы платим $100-120 в месяц. Счет выставляется раз в 2 месяца. Кроме того, у нас идет оплата за интернет. Интернет у нас стоит $35 в месяц. Если честно, это очень низкая стоимость. Мы ее пока еще держим, благодаря тому, что каждые 2 года устраиваем истерики о том, что собираемся уходить и все такое, и нам оставляют эту сумму. Сейчас средняя стоимость, я думаю, домашнего интернета здесь около 60, возможно, даже $80. Следующая статья расходов – это страховка. Мы платим где-то $1100 в год. И следующая цифра, самая пугающая, самая большая с точки зрения расходов – это налог на недвижимость. Конечно, в каждом штате налоги, они отличаются. Даже в рамках штата, в каждом городе налог, он свой. Обычно налог платится раз в год, либо раз в полгода. Это зависит от штата. Но если вы платите ипотеку, то этот платеж разбивается на 12 кусочков и включен каждый ваш ежемесячный платеж. Туда же входит, кроме налога, там основное тело кредита, проценты и еще страховка. Сколько же налог, спросите вы? В год сумма составляет $7200. Это $600 в месяц. Но прежде чем я посчитаю все расходы по тем пунктам, которые я озвучила, я бы вообще хотела рассказать о плюсах жизни в доме в Штатах. Вообще, почему мы выбрали жизнь именно в доме. Во-первых, это отсутствие соседей снизу, сверху или сбоку. У нас ребенок, и он достаточно активный. Я бы не хотела его ограничивать в играх, чтобы мне кто-то стучал по батареям и говорил «тише, тише». Во-вторых, все равно в своем доме есть участок. Ты можешь выйти, вот у нас получается на выходе такая беседка, стоит столик, где ты можешь посидеть, можешь пригласить друзей, вы можете пожарить шашлычки, бургеры, еще что-то. Все равно в этом есть какая-то прелесть, такой дом, совмещенный с дачей, очень удобный и комфортный вариант. Я бы еще хотела добавить один плюс, это больше пространства. То есть у вас есть место в виде гаража, где вы можете хранить, например, сезонные вещи, какие-нибудь каяки, не знаю, лыжи, что у вас, чем вы там занимаетесь, увлекаетесь. А теперь давайте посчитаем, сколько стоит жить в своем доме. Электричество, газ, вода, мусор, страховка, налоги выходят ежемесячно на $2100. Если деньги на содержание дома тоже привести к ежемесячным расходам, то это получается $200 в месяц. В этом расчете я предположила, что садом и уборкой вы занимаетесь самостоятельно. У нас получается, что ежемесячные траты на обслуживание дома входят $2300. И тут возникает резонный вопрос, может быть выгоднее снимать. И для этого я рассмотрела дом, аналогичный тому, который у нас. Съем такого дома стоит в среднем $3500. Плюс примерно $400 у нас ежемесячные расходы по всем счетам: электричество, газ, свет, вода, интернет и тому подобное. Получается $3900 в месяц. Разница между съемом и содержанием дома $1600. Цифры я вам уже показала, а что с ними делать, вы должны решать самостоятельно. Если вам нужно обратиться с вопросом покупки, аренды недвижимости, то советую обращаться именно к профессионалам в этой сфере. Ссылочку на одного такого человека я вам оставлю в описании. Как вы уже поняли, жизнь в своем доме для меня это про удобство. Надо понимать, что со своей дополнительной работой, со своими расходами, но все равно это что-то про комфорт. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях, вы бы жили в своем доме или бы все же вы предпочли жить в квартире. Будет очень интересно послушать ваше мнение.
Если вы живете в своем доме или в квартире в США, то можете поделиться своим опытом. Я думаю, что это будет полезно многим зрителям моего канала. Если вам понравилось это видео и вам было сегодня интересно, пожалуйста, поставьте свои лайки, подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали. Поделитесь с друзьями, может быть, кому-то это актуально, кто-то в поисках дома. И вы таким образом поможете им понять, к чему готовиться. До встречи в следующих видео. Всем добра, всем пока.